Там говорили мне белок снимать на елках. Вон белка побежала по елке. Не видите? А она там есть. Что-то там вертушка паркует, какой-то груз. В лес. Где-то у него там странные очень действия происходят. Всем привет, друзья! Мы с вами находимся в Швеции, в городе Сарселе. Многие, кто смотрит мой канал, знают эту уже локацию и не раз. В разных фирмах я здесь был, в разные сезоны я здесь был. В данный момент я сюда заскочил в теплый туалет умыться. Ну и, конечно же, утро началось с мороза, со снега. Приехал на стояночку, увидел термотранзитов, которые стоят заснеженные. И подумал, что впереди может ожидать что-то. Но впереди, проехав километров 100 по покрытой легким снегом дороге, все уже быстро закончилось. Самая ужасная дорога в Скандинавии. Конкретно это финская дорога у нас, которая ведет на границу с Норвегией. То есть это у нас 8-я дорога. Килписьярве. Кошмар просто. И столько лет здесь она просто с каждым годом все хуже и хуже. Приходится опускать все мосты, которые только есть, потому что по-другому ехать невозможно. И это еще ко всему, я еду по ней на тягаче, который весь на подушках. То есть на рессорах передних здесь у вас просто вообще все повылетает по всей кабине, повыскакивает со всех мест. И только вот что ты делаешь, едешь, это смотришь где-то какие-то черные пятна на дороге, и понимаешь, что надо сбрасывать. То есть где-то там до 60, до 70, чтобы тебя не сильно так долбануло. Ну вот где-то местами, да, постелили новый асфальт. Но опять-таки это, я так понимаю, сейчас недолго будет. Я уже вижу вон следующий участок дороги. То есть финнам эта дорога нафиг вообще не впала. И да, я сразу не говорю, не надо там писать, да ой, да чё, дорога, да там на Сахалин, на непонятно куда. Это там ваши, оставьте себе эти дороги. Здесь я рассказываю про Скандинавию. Канал мой называется «Дальнобойщик по Скандинавии». И поэтому я говорю в рамках Скандинавии. Для Скандинавии это самый ужасный отрезок дороги. И это я еще начал просто записывать. Здесь еще очень хорошая дорога. До этого я прыгал, что голова тряслась неплохо так. Вот, сам подпрыгивал на сиденье, как на каждой кочке. То есть здесь идеальное движение по этой дороге. Это просто на круизе ставим 40 и едем. Тогда вы вот будете ровненько, четенько ехать. Да, конечно, очень хорошо, что она не такая оживленная в любой сезон. И поэтому ты спокойно поливаешь где-то посередине, где-то встречку выбираешь. Где-то вот, видите, черные пятна. То есть я выхожу, естественно, на встречку, чтобы меня меньше долбануло. Потому что там с другой стороны долбанет гораздо сильнее. И так вот занимаешься такой ерундой. Но я как бы валю 85-89. Я лечу на стоянку, до которой, возможно, я не доеду 2 минуты, но я переработаю, потому что это за долгое расстояние со Швеции, с 45-й дороги. Маршрутом, которым я еду, это ближайшая нормальная стоянка. И ко всему к этому это ближе идет к моей разгрузке в понедельник. А разгрузка у меня в Тромсе. И поэтому я по максимуму луплю. 10 часа у меня уже нету, я иду с 9 часом.
точнее, ну, на 9 часов с этим, как его, с одной паузой. Вот. И ко всему к этому мне нужно успеть на футбол. По-другому никак. И то я, наверное, опаздываю на минут 15 на первый тайм. Не вышло. У меня, короче, 9 часов паузу делал специально, чтобы вырваться и успеть к футболу, но я все-таки проспал. Не знаю даже, как так вышло, что я переключил будильник еще на полчаса, и вот мне эти полчаса не хотят даваться, тем более по такой дороге. И наверное, знаете, это в подсознании, когда ты понимаешь, что тебе незачем вставать в 5 утра, кроме того, как на футбол успеть, что работе это никак не мешает. То есть я спокойно мог вообще выспаться до 10, хоть утра спать, да хоть до 12, неважно вообще до скольки, и спокойно выехать. Вот, потому что суббота я стану на суточный, воскресенье, понедельник поеду. Но желание попасть на футбол растет. Я, естественно, заехал в Галивары, в Систембалагет, прям к открытию, там потихонечку выстраивалась очередь, и я вовремя успел приехать прямо под Систембалагет, припарковаться на легковой стоянке поперек. Ну, трошки покосились на меня, но мне это вообще по барабану абсолютно. Я быстренько сбегал и уехал оттуда. Ну и здесь сейчас мне 70 километров еще, ну, уже меньше 60 где-то километров до границы. Там меня быстро должны, если проверять не будут ничего, просто отметят транзитку, и я спокойненько помчу уже в сторону стоянки. И здесь просто вот эту дорогу каждый год вот где-то какие-то латки делаю, где-то еще что-то. Но я вот ее помню уже с самого начала, как я попал в Скандинавию в 2017 году. Ну ладно, вру. На эту дорогу я первый раз попал в 2019. Да, потому что до 2019 я ездил только запад. И максимум, докуда доезжал, это до Нарвика. То есть я ехал через Бьернфилд по 10-й дороге, по Швеции. Затем я уже попал, когда в Ларсприм, то я уже начал вот эту вот дорогу ездить. Но вот с 19 года, у нас 25-й, 6 лет, никому не надо. Хотя, ну, это очень странное явление, потому что обычно, ну, в Скандинавии с этим проблем нету. Тем более, когда эта дорога, ну, она основная, международная идет. И здесь вот просто такой вот ужас на ней происходит. Поэтому руль нужно держать не то что 2 руками, а тут 4, а лучше 6 рук, просто вот один руль держать. И зимой, кстати, тоже здесь сходы происходят машинок иногда такие, когда у вас все сходится против вас. То есть ситуация какая была, нам показывали еще, когда в Крейсе работал я. Значит, машинка ехала, ну, зима, там что там метет, в общем, дорога в снегу. И когда со встречными машинами ты разъезжаешься, ты получаешь поток вот этого вот снега себе в машину, то есть, да, ну, невидимость у тебя полная после размена с машиной. Естественно, все в снегу, дорога еще хуже становится. И вот коллега также разъезжался с кем-то, но никто не сбрасывал. Там вот какой момент был. Скорость никто не сбрасывал. Ну, здесь ее как бы редко сбрасывают. Как бы все валят и валят. Ну, и там тоже так же произошло. Они на всей скорости, они размениваются друг с другом. У этого получается сразу, когда разменялись, у него сразу ничего не видно. Ну, у того тоже, конечно, не было ничего видно. И у этого ничего не видно. Он ловит эту яму, кочку, впадину, что-то там такое. И все, просто он уходит, не видя вообще, куда ему подруливать, в какую сторону, когда полная невидимость, в какую сторону нужно было подруливать, чтобы словить машину. И он цепанул обочину и сразу же как бы пошел по прямому назначению. Ну и здесь тоже как бы каждую зиму частенько машинки по сторонам стоят. Здесь счастье, что как бы
Обочины плюс-минус нормальные, если особо ничего не выдумывать, не пытаться, если уже пошел ты в кювет, то идти ровно и не пытаться там в последний момент уже с него вылетать. Лучше держать руль прямо, заходить как заходишь, чтобы тебя также ровно потом как бы и вытащили. Это будет гораздо дешевле, если ты положишь машину на бок, но это, я думаю, каждому понятно. Ну и здесь финская, так как часть, то я не знаю, сколько по времени ждать здесь в случае чего викинга и откуда он вообще едет. И сколько вообще в Финляндии, какие расценки, я тоже как бы об этом не знаю абсолютно ничего. Даже больше скажу, наверное, именно чтобы видеть, я никогда даже не видел, как они работают, где кого-нибудь вытаскивают. Я только видел машины, которые здесь стояли всегда. Но викингов я их в работе не видел. Так-то я их видел, как они катаются, но в работе я их не видел. И вот эта протяженность 100 километров. Я ее вот больше всего не люблю, эту дорогу, только из-за ее покрытия. То есть 100 километров вот этого ужаса. То есть, да, и когда вы долго не работаете в краях, где дорог вообще нету, Россия, там Азия, то, ну, конечно, это уже на таком контрасте, что, блин, как такое вообще может быть здесь? Не совсем в голове улаживается, когда везде вроде все хорошо, дороги стараются, кстати, тоже, ну, очень быстро какие-то участки перестилаются, грубо говоря, за сутки, за двое суток участки дорог делаются в Швеции, в Норвегии, вот, но в финском случае это, конечно, не работает вообще. То есть самые большие сроки, где какие-то делают дороги, это, конечно же, когда есть какие-то туннели. Есть какие-то горы, которые ломают, взрывают, бурят, пытаются, чтобы проложить дорогу там более куда-то ровнее или еще что-то сделать. Там, да, ремонты затягиваются на годы. Это на шестерка у нас там, например, есть по всей Норвегии. Вот там, кстати, на данный момент довольно-таки неплохо, потому что раньше там гораздо все было хуже. Ехать там было невозможно из-за ремонтов. То есть в целом проблема на дорогах встречается как бы только, наверное, на перевалах, если мы возьмем конкретно Норвегию со Швецией. Больше, ну и Норвегия, соответственно, Финляндия. Дальше все границы в правую сторону у нас уходят. Все границы уже идет Норвегия, Финляндия. То вот перевальчики такие они, пострадавшие, так сказать, имеются. В самой Норвегии на западе тоже иногда бывают, да, но тоже их быстро делают. Из последнего такого, что вот последний раз, когда я ехал по семерке, полностью по всей семерке, многие, кто смотрит канал, знают, что я люблю ездить по этой дороге в любой сезон. Место силы такое для меня. Почему я ее люблю? Потому что я вообще первый мой рейс, нет, это был второй рейс. Первый рейс я делал на Транхейм в Норвегию, когда попал на трехосники, а второй сразу же у меня была загрузка на Берген. И поехал я, естественно, по семерке. Вот. Это была такая... Ну, это был конец апреля еще. Там все было в снегу, и я тогда очень, она мне как-то так выглядело это все настолько мощно, вот, что я каждый раз, я этот участок просто проезжаю молча, без всякой вообще у меня ни музыка, ничего, я не снимаю, не смотрю. Семерку я снимал уже давно, несколько раз, и зимой, и летом, и на цепях. Вот, поэтому я просто, и тем более там есть одно место очень крутое, которое каждый раз я стараюсь там остановиться, походить, посмотреть. И, ну, следующая моя цель тоже, как только мне выпадет семерка, точнее направление Бергена, из Осло там или откуда-нибудь, я буду ехать по семерке. Там последний раз, когда я просто ехал, было все в ремонте, я не мог заехать на это место. Достопримечательность такая. Ну ладно, об этом мы потом, когда-то время все равно придет, я туда попаду в любом случае и все там сниму. Об этом я давно мечтаю. Вот, так вот, семерка, вот, конечно, она в раз 5 лучше восьмерки, но все равно она такая немножко пострадавшая чуть-чуть, но тоже много участков заделанных было. То есть ехать в целом, ну, не так, как здесь. Здесь просто вот ты едешь холмики, за холмика ты вылетаешь на 80 даже, и ты просто видишь канаву перед собой.
И, ну, только вот в поло тормажиться, либо на всем ходу влетать в эту впадину. То есть это очень, так сказать, очень больно, мне кажется, машине и вообще в целом своему даже организму. И поэтому глаза должны быть через гору смотреть куда-то еще, и вот везде смотреть, как передвигаться по ней, где по правой полосе обходить, и где по центру, где по своей. Ну и у нас 20, я забыл какое число, 26-е, я снимаю это видео. У нас -3 на данном участке. Ну, снег еще здесь долго будет таять с такой погодой, так как -3. Может быть, к концу мая будет +3 появится. Здесь в целом это нормально. Снежок пытался идти, пытался сегодня идти, но в итоге ничего не вышло. То есть все, что утром было, утром это все и закончилось у меня буквально через километров 100. Ехал в Норвегию, 2 минуты заняла таможня у меня, поэтому все идет по плану, но на 15 минут я все равно на футбол опоздаю. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что на стоянке было место, там стояночка небольшая, циркуль. Надеюсь, там будет место. Ну и въехали в Норвегию, дорога сразу поменялась. Нету никаких впадин, выбоин огромных. Да, она такая валка вправо-влево, но это нормальная дорога для Норвегии. Да и в целом вообще, то есть для перевала, вот так мы с вами скажем, а не для Норвегии. Вот даже мост, чуть-чуть кочечка легенькая, а не как в Финляндии, просто канавы по колено. Ну и здесь тоже проезжал Kilpisjärvi, сам городок, это финский городок. Ну, как городок его не назвать, это деревушка. Люди заняты делом, кто на лыжах, кто на рыбалке, кто на снегоходе, кто на собаках, кто чем. В общем, все пользуются последними неделями, наверное, снега и льда, потому что морозик стоит, -4, -3, ночами больше, до -10. Лед крепкий, поэтому и люди еще по полному развлекаются. Ну, куда же без наших друзей? Что ж, 10 минут запаса еще даже осталось, и на 10 минут опоздал на футбол. Добрался я до стояночки, до циркуля. Спокойная стоянка. Единственный минус, здесь нету душа. Я, кстати, про это как-то забыл. И находится она с двух сторон. Окружают крутые горы заснеженные. Вид, конечно, суперский. Погода, все выходные пытался идти снег. Морозик стоит, -2, -3, но чуть-чуть побольше. Снег шел утром, но так он и не смог по-нормальному влупить, чтобы засыпало все дороги. Кто-то скажет, я сумасшедший, но так и есть. Всем спасибо за просмотр, друзья. Короткое вышло видео. Следующее, уверяю вас, будет немного подлиннее. Пишите ваши вопросы, пишите, предлагайте темы для видео. А с вами был Федор и канал Tracker in Scandinavia.